Kim söylemiş Halise, söyle abi. Fikriye Hanım söylemiş. Ben Bora'nın fotoğrafını göstermekle cehennemin kapılarını açtım. Her ne yaşanırsa yaşansın aileye güvenmemiştim. Ben de size cevap vermiştim kızınıza her daim güveniyorum diye. Ben bitireceğim. Hocanı ben alacağım. Beni içeri sokacaksın. Halis'in olduğu koğuşa. Bora'nı mı siz ifşa ettiniz? Siz! Sen yılansın lan! Ne? Dışarı! Defol! Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что произойдет в новой серии. Какое разочарование заставило госпожу Садакат расплакаться, когда она узнала, что именно Халис убил Барана? Что произойдет, когда Джихан узнает, что Халис убил Барана? Ломает ли он и крушит ли вещи в своей личной комнате из-за гнева на Джихана Халиса? Как Аля сможет исправить положение Джихана, когда узнает правду? Совершит ли госпожа Фикрии самоубийство? Сможет ли брат Садакат Ханем Хасан защитить Фикрии Ханем и предотвратить ее самоубийство? Поймут ли Джихан и Аля, что Фикрии хочет покончить жизнь самоубийством? Сделает ли Демир насильственный аборт ребенка Зеррин? Когда Садакат застанет Майн за разговором о ее ребенке, сможет ли она понять, что ребенок от Джихана, и заставить ее сделать аборт? Как повлияет на Нари, когда Садакат расскажет ей, что сказала Фидан, когда она умоляла Нари о пересадке легких? Сможет ли Джихан осуществить свой план, сесть в тюрьму и убить Халиса? Какой спор возникнет между ними, когда Садакат возложит на Алью ответственность за смерть Барана? Что сделает Аля, когда миссис Садакат выгонит ее из особняка, заявив, что она змея? Сможет ли Джихан выбраться из тюрьмы? Покинет ли Аля особняк, когда Джихан попадет в тюрьму? Разочарование, которое почувствует Садакат Ханем, узнав, что именно Халис убил Барана, будет расти по мере того, как она поймет, что этот человек, которому она доверяла долгие годы и считала членом своей семьи, на самом деле враг, который убивает ее детей одного за другим. Тот факт, что Халис задевает самое чувствительное место Садакат Ханем, боль от потери ребенка, глубоко потрясет Садакат Ханем, и ей будет очень трудно справиться с этим предательством. Тем более, что она считала Халиса другом, даже членом семьи. Известие о том, что он был убийцей ее ребенка, станет для нее большой травмой, и она расплачется от этого шока. Когда Джихан узнает, что Халис убил Барана, он сначала поддастся своему гневу, а затем своей беспомощности. Узнав, что человек, которого она считала наследником своего отца, убил ее брата, она осознает, что ее внутренний мир полностью разрушен. С этой правдой вся его вера в прошлое, ценности, которым он доверял, и память об отце будут поколеблены. Буря внутри Джихана станет еще сильнее, и ему будет трудно сдержать эту ситуацию. Пытаясь понять, как Халис мог совершить столь хладнокровное предательство, Джихан также осознает, что его чувство справедливости активизировалось, и он оказался в центре опасных планов. Джихан из-за своего гнева на Халиса потеряет контроль в личной комнате особняка и сломает вещи. Эта сцена станет выражением его внутреннего взрыва. Необходимость взглянуть в лицо человеку, по вине которого погиб его брат, и увидеть, что со стороны к нему продолжают относиться так, будто его уважают, сведет Джихана с ума. Он не сможет сдержать этот гнев и разбросает все в своей комнате, не в силах подавить свои чувства. Поначалу Аля не будет знать, как помочь Джихану справиться с горем, когда он узнает правду, но со временем она будет держаться за него, обнимая его, находясь рядом с ним, вытирая его слезы. Безмолвный плач Алии, но ее стойкость придадут сил Джихану. Аля станет единственным портом, где человек, потерявший все, сможет вновь обрести надежду. Он попытается исцелить Джихана не словами, а своим сердцем и тронет его душу в эти трудные времена. Фикрия Ханем попытается покончить жизнь самоубийством под давлением испытываемых ею сожалений, вины и беспомощности. Не в силах избежать ухудшения состояния Алии, разочарования в глазах Джихана и, что самое главное, своей совести, Фикрия Ханем будет искать спасения в последней точке отчаяния. Брат Садакат Ханем Хасан заметит положение Фикрии Ханем, позаботится о ней и попытается удержать ее от совершения самоубийства.
Хасан не захочет потерять своего брата и сделает все возможное, чтобы разделить с ним тяжесть пережитого. Он попытается отговорить Фикри и Ханем от этой темной мысли, дав ей почувствовать, что она не одинока. Когда Джихан и Аля поймут, что Фикри и Ханем хочет покончить жизнь самоубийством, они испытают сильную панику. Начнется борьба между слезами Алии и голосом Джихана, полным гнева, и они будут бороться со временем, чтобы предотвратить эту ситуацию. Как только они доберутся до Фикри и Ханем, они захотят разделить с ней боль, которую ей приходится переживать, но в то же время они не смогут игнорировать тот факт, что их доверие к ней пошатнулось. После того, как Демир узнает о ребенке Зерин, он попытается заставить ее сделать аборт. С этим ребенком он захочет окончательно разорвать связь Зерина с Каей. Однако этот шаг еще больше травмирует Зерин. Зерин снова увидит истинное лицо Демира и почувствует себя еще более одинокой. Майя будет очень напугана, когда госпожа Садакат застанет ее за разговором о ребенке. Гнев и подозрение в глазах госпожи Садакат заставят Майен сказать, что ребенок от Джихана. Госпожа Садакат, стыдясь этой информации, будет давить на Майен, чтобы она сделала аборт. Майя под таким давлением решит потерять ребенка. Когда Садакат Ханем процитирует слова Фидан Ханем, пытаясь убедить Нари сделать пересадку легких, сердце Нари будет разбито. Слова Гэжи и Фидан вызовут у Нари вопросы и заставят ее еще больше сомневаться в семейной обстановке, в которой она находится. Нари больше не будет знать, кому доверять, а от кого держаться подальше. Джихан осуществит свой план и попытается рассчитаться с Халисом в тюрьме, но убить его будет непросто. Несмотря на то, что Джихан переполнен желанием отомстить, его совесть и слова Алии попытаются остановить его. Джихан, который считает, что справедливость не восторжествует, если Халис умрет до того, как его преступление будет раскрыто, столкнется с большими дилеммами при реализации этого плана. Когда госпожа Садакат возложит на Алью ответственность за смерть Барана, между ними произойдет крупное противостояние. Хотя Аля винит себя, резкие слова госпожи Садакат ранят ее еще больше. Во время этой разборки Аля не будет молчать, она выплеснет всю боль, которую накопила внутри, и скажет госпоже Садакат, что она ведет себя скорее как судья, чем как мать. Когда Садакат Ханем выгоняет Алию из особняка, говоря: «Ты змея», Алия поначалу ошеломлена и не может ничего сказать. Но затем ему придется столкнуться с одиночеством, в которое он впал, и покинуть особняк. Аля не поступится своей гордостью, даже если ей некуда будет идти. Он постарается твердо отстаивать интересы своего сына. После отбытия срока Джихан может быть освобожден условно-досрочно или оправдан в зависимости от подробностей инцидента и его текущих обстоятельств. Огромные усилия Алии и адвокатов по этому вопросу обеспечат освобождение Джихана. Алие будет трудно оставаться в особняке, когда Джихан попадет в тюрьму. И отношения Садакат Ханем, и одиночество без Джихана заставят ее покинуть особняк. Аля задумается о том, чтобы начать новую жизнь, взяв сына с собой, но обещание Джихана не выходит у нее из головы, и в конце концов она найдет способ остаться рядом с мужчиной, которого любит. На этом мы завершаем наш анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.